Сегодня мы с вами обсуждаем состояние и как его можно корректировать. Но для того, чтобы что-то корректировать, нам нужно с вами первоначально понять, какие они вообще бывают. То есть нужно поговорить про градацию. Помимо того, что нужно поговорить про градацию, я хочу для разгона вам рассказать несколько историй, которые меня вообще подвели к этой теме. Да? Вы уже знаете, что было у меня 100 консультаций, и в целом почти каждая, ну не почти, да, я вру вам, каждая консультация, она была про состояние. Про то, что вот сейчас я нахожусь вот в таком состоянии, оно мне не нравится, мне не нравится ситуация, которая с этим состоянием, да, проявляется, и мне не нравится неспособность действия, мне не нравится то, что я не могу совершить какой-то определенный выбор или я не могу сделать какое-то действие, которое изменит ситуацию вокруг меня и которое изменит мое состояние. И вот здесь вот такая маленькая ловушка, потому что получается такая история, что в этом состоянии, в плохом состоянии, да, в тяжелом зачастую состоянии, люди пребывают довольно длительное время. Если честно, я была шокирована, когда в понедельник до настройки я выложила опрос небольшой, и там была одна, так скажем, да, один из вариантов ответа там был, что я не могу разрешить свою ситуацию более 5 лет. Ситуации бывают разные, но, друзья, 5 лет это серьезный срок. Это не про то, что вы плохие, это не про то, что вы что-то не понимаете, а это про то, что в какой-то момент жизни вам не сказали о том, что состояние можно менять, состояние можно корректировать, не только состояние, да, но и события вокруг себя можно менять. Это есть у каждого из нас. И это очень важно прям вот взять себе прямо сейчас с этого эфира, прям вот взять себе и не отпускать больше никого, никогда, да. Все, что происходит в нашей жизни, мы можем это поменять. Все, с чем мы соприкасаемся, мы в состоянии с этим как-то жить. И другой момент, который меня очень сильно подтолкнул, да, в тему вообще работы с состояниями, он заключается в том, что несколько дней назад ко мне приходила девочка, я ее очень хорошо знаю, она очень, ну, я знаю ее в разных состояниях, да, и мы с ней периодически работаем, и я понимаю, что я не узнаю человека, я понимаю, что энергия, которая ее обычная, да, которая ее живая, которая она заряжает вообще этот мир, она почему-то не идет. И при этом ей это не очень нравится, и при этом она, ну вот, ну, не понимает, да, вот в каком она вообще состоянии, что вообще происходит, потому что не хочется абсолютно ничего. И тут как бы случился некоторый кульбит, потому что она в целом владеет очень многими практиками, и психологическими, энергетическими, и медитативными, какими угодно, какие хотите. Но есть одна вот эта вот практика, да, на проверку своего состояния. И она по какой-то причине, ну, периодически она это делает, но когда мы с ней начали делать это вместе, она говорит: слушай, такая, нету ничего, где вообще, да, моя энергия, все, то есть человек больше прочувствовать, и понял, что что-то не так. И тогда у меня вот эти вот все 100 пазлов плюс, да, один, они сложились вот так вот вместе. И в целом очень ясное понимание, что вот то, чего, мне кажется, не хватает очень многим людям, по моему мнению, да, это очень ясного понимания, что со своим состоянием можно работать, это раз. Во-вторых, свое состояние можно менять. Да, бывает такое, что мы с вами идем по улице абсолютно на ровном состоянии, все классно, всё хорошо. Бац, что-то происходит, у нас повышенное настроение. У нас меняется состояние, в состояние, так скажем, да, минус. Но такие ситуации, да, такие резкие эмоциональные, да, и энергетические изменения, они тоже всегда объясняемы. Почему это у вас произошло, это тоже объясняю. Но это как бы уже следующий какой-то уровень, да. Сегодня мы с вами говорим про состояние. Вот мы с вами очень логично состоим, да, из нескольких частей тела. У нас очень логичная и понятная структура внутренних органов, да, и
и энергетическая структура, но даже не обязательно залезать в энергетику, достаточно понимать, что как бы у нас у всех есть мозг, он думает, и каждый из нас в целом может контролировать свои мысли. Когда человек не может контролировать свои мысли, то там два варианта. Либо там есть какое-то очень серьезное воздействие, либо там есть какое-то довольно серьезное выделение. Да? Ну, уже я вам говорю, как есть. Да? В остальных случаях в целом человек может себя научить контролировать свои мысли, он может научить себя как бы выбирать то, что он думает, и он может выстраивать, как бы вот как, да, вот в голове у нас есть некоторое радио, и оно переключается на разные волны, очень часто оно переключается очень хаотично, и мы можем, собственно, выбирать, какую волну вы сейчас хотите послушать. И когда начинается жвачка «а вдруг?», когда начинается жвачка «а если?», когда начинается жвачка с прокручиванием самого худшего сценария, мы как бы осознанно, неосознанно, да, но мы погружаемся в это состояние минус. Я условно очень долго, не условно, я очень долго искала очень понятно людям, потому что у меня очень много инструментов, и добавить эти все инструменты на каждого желающего, да, это просто бессмысленно, потому что в обычной жизни столько не нужно. Я очень долго думала про понятную систему, как же все-таки дать людям рабочие инструменты, с которыми вы можете, ну, условно говоря, работать дома самостоятельно. И абсолютно это не сложно, потому что тут еще раз, да, вам говорю самую важную, ясную мысль этого эфира, что это состояние ваше, в первую очередь, оно ваше, оно принадлежит вам. Значит, только вы можете с ним искренне взаимодействовать, менять и что-то с ним делать. Это просто по факту, да. Это то же самое, что вот у вас есть руки, они двигаются, да, они что-то делают, они что-то берут, и вы контролируете этот процесс. То же самое происходит с состоянием. Вам сейчас может показаться, что это настолько просто, что даже не верится, потому что действительно это просто, действительно нету ничего в этой теме сложного. Для этого не обязательно изучать миллиарды практик и жить в ските по 90 дней. Для этого достаточно научиться контролировать и переключать свои состояния. Пока что, я вам говорю честно, как есть, я понимаю, что эта методика, этот метод, да, большой комплексный подход, он еще в таком для меня сыром виде, то есть я не очень вижу, как эти кусочки простраиваются уже в деталях, но могу вам сказать одно точно, что у нас есть 3 состояния. Это состояние 0, состояние минус и состояние плюс. И мы сейчас с вами каждое состояние будем разбирать. В целом, если мы рассматриваем с вами любые проблемы, любые жизненные ситуации, сложности и эмоции, которые не доставляют нам радость, то это все состояние минус. Да? То есть это страдания, это боль, это проблемы, это излишняя ментальная активность, да, на тему «а вдруг?», «а если?», «а будет плохо?». Это все вот оно загружается, оно все там перемешивается. И самое интересное свойство вот этой всей истории в том, что этот минус, он умножается постоянно, он накапливается, и в конечном счете он просто съезжает все дальше, дальше, дальше и дальше. Состояние 0 – это то состояние, в котором мы полностью принимаем мир таким, какой он есть, без оценки. Я знаю, что тема принятия для многих людей, она очень сложная, но это абсолютно ровное эмоциональное состояние, в котором нету каких-то мыслей, как плохих, так и хороших. Это некоторое переходное состояние. И почему я с вами начала вообще говорить про состояние 0? Потому что это очень понятная ступень, шагнув на которую вы можете в дальнейшем выбрать состояние плюс. Мы не говорим о том, что мы всегда должны все кайфовать, радоваться и жить только в положительных, классных, светлых, радостных, счастливых эмоциях. Да, по факту это так. Но так как мы живые люди, и нас очень часто может что-то удивить, что-то расстроить, что-то даже напугать, каждое из чувств, каждую эмоцию мы принимаем. То есть и для того, чтобы
с любой эмоцией из внешнего мира как-то состыковаться, да, и чтобы не улететь в этот минус, мы можем возвращаться в состояние ноль. И это определенная настройка своего сознания, определенная настройка своей энергетики, если вы с этим работаете. Но на самом деле, просто я вчера очень долго смотрела в разных вариациях, как люди могут, условно говоря, да, работать со своим состоянием. Конечно, там очень много есть энергетических практик, которые вы можете делать самостоятельно дома. Но на самом деле довольно эффективным методом является разрушение, ну, так скажем, да, базового первого уровня, когда мы просто работаем со своим сознанием. То есть у каждого из этих состояний есть вход через 3 разных уровня. Через уровень мысли, через уровень чувств и через уровень тела. Да? Вот вы понимаете, да, что где вход в коррекцию своего состояния происходит уже через тело, да, вот там уже начинаются и все процессы исцеления, и все процессы выздоровления, так скажем, да. Но мы сейчас с вами берем самый базовый уровень, который вот есть, да, это уровень, ну, ментальный, да, то есть уровень мыслей. Если вы вспомните себя в разный момент, вот прямо сейчас, пока я с вами разговариваю в эфире, вы можете вспомнить разные моменты своей жизни. Например, момент, когда вы были настолько счастливы, что вы были наполнены этим счастьем, кайфом, драйвом настолько, что вы даже не могли поверить, что вот такое случилось. У всех людей это разное. У кого-то это рождение детей, у кого-то это огромная премия, у кого-то это встреча вот с любимым мужчиной, когда ты его встретил, тебя током пробило, и вот все, и вот мир остановился, время остановилось, вообще ничего и никого больше не надо. Вспоминайте это состояние. Очень важно перед тем, как мы с вами перейдем, ну, да, так скажем, к диагностике, да, так называемой, очень важно для себя понять, а что такое состояние у меня, плюс, минус и ноль. Да? Вот состояние плюс мы с вами всегда начинаем с хорошего. Состояние плюс – это вот тот самый момент в вашей жизни. Это не абстрактное что-то, а это конкретно в вашей жизни. То, что вас наполняло, то, что вас заряжало, то, от чего вы хотели просто остановить весь мир и заорать на всю улицу и сказать: слушайте, да посмотрите все, я настолько счастлив, что ну, я просто в это не верю. И этот момент обязательно себе зафиксируйте, да, то есть это для вас будет некоторый показатель вашего состояния в состоянии плюс, да, зафиксировали, готово. Состояние ноль – это, мы к нему сейчас вернемся после состояния минус, да, все-таки нужно теперь проговорить про противоположное. Противоположное состояние – это состояние минус. Оно бывает в разной степени тяжести, так скажем, да, но мы с вами берем самое тяжелое, да, самое дно. Вспоминайте прямо сейчас свой момент, когда вы были в максимально плохом состоянии. Когда было все плохо, когда были проблемы, когда вы не видели выхода, да. У каждого тоже это свое. У кого-то это кошка накакала на полу, а у кого-то это, не знаю, переезд в другую страну, потому что там что-то случилось, или это развод, или это, не знаю, или это какая-то очень серьезная ссора с близким человеком, или это что-то вот с работы, да. Вот то состояние, в котором было не очень хорошо, да, в котором было максимально плохо, и это то состояние, про которое люди говорят: я вот так больше никогда не хочу. Вот это для вас, да, такой индикатор того, что вот ваше собственное состояние минус, оно вот такое. И теперь сравниваем, да, две шкалы. У вас есть минус, и у вас есть плюс, да? И теперь фокус. От того, чтобы, вот как в математической шкале, да, мы идем с вами просто по системе координат. Вот есть ноль, вот есть минус, вот есть плюс. Да, и мы с вами смотрим, что от минуса, да, то есть постепенно мы с вами двигались к тому, чтобы прийти сначала в ноль, это точка отсчета, да, точка пересечения всех координат, а потом мы с вами двигались в плюс. Неважно, это было временное, да, временный порыв в это состояние плюса, или это было медленное, плавное, планомерное движение. Собственно, психологи с чем работают, да? Они берут вот это вот состояние минуса и постепенно вопросами, регулярными сессиями, терапией, еще чем-то, они мягко
ну, кто-то не очень мягко, выводит человека в состояние плюса. Или хотя бы доводит до состояния нуля, из которого человек может выбрать, получать возможность, да, что мне сейчас легче выйти в состояние плюс, чем когда я был там в состоянии минуса. Это очень понятная история, это очень понятная вот система, да, которая вот делает очевидным абсолютно все. И вот теперь мы с вами берем вот эти два состояния, вы берете, да, два своих состояния для более, вот такого понятного, да, для нашего мозга объяснения, берем вот эти две жизненные ситуации, кардинально противоположные, и посередине мы с вами находим точку ноль. Могу описать вам свою точку ноль, да, то есть это тотальное принятие, это безоценочное восприятие всего, что происходит в мире. Многие люди вообще это называют пофигизмом, но здравым. Никогда мы отрицаем все проблемы и говорим, да ладно, хрен с ним, пусть оно там как-то самоварится, я уже задолбался. А когда мы это уже приняли, мы уже приняли как факт, как действительность, да, и в этот момент происходит облегчение, да, то есть нам становится легче, мы выдыхаем, и мысли качественно начинают меняться. То есть мы не начинаем вот эту вот катушку, да, в другую сторону, когда все плохо, когда будет хуже, а вдруг, если вот так случится, а вдруг вот что-то, а если, как же вот, а я вот этот факт не учла, а что, если он скажет, а как вот она отреагирует, а вот если вот случится вот такое, а вообще, если завтра ко мне в дверь постучится белый медведь, да, мы вот эту катушку не накручиваем. Состояние ноль, у каждого тоже оно будет свое. Состояние ноль – это когда мы уже принимаем те события, которые нас сдвинули в состояние минус, мы их принимаем по факту, но мы еще ничего не делаем. И посмотрите дальше, пока вы вот выбираете, да, внутри себя вот это состояние ноль, оно переходное. Для многих практиков это рабочее состояние, да, то есть есть разные практики, которые работают из трех состояний, да, условно, но состояние ноль – это состояние максимальной проводимости, потому что ты еще не настолько восторжен всеми энергиями, да, вот этими высокими, верхними, светлыми, радостными, кайфовыми и так далее, что тебе уже дальше хочется все выше, 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 но в то же время ты как бы в контакте с реальностью. Состояние ноль – это очень сильно про контакт с реальностью. Вот. Состояние ноль – это очень сильно про контакт с реальностью. И очень многие практики из этого состояния ноль, они работают. То есть вообще все, что связано с энергетикой, очень часто говорят о том, что вот здесь вот, да, у мастеров, у проводников появляется максимальный уровень принятия и проводимости для того, чтобы человеку передать то, что как бы нужно передать, да, и, условно говоря, да, с него снять то, что можно снять, с наименьшими потерями. Вот, пью матчу. Я подсела на матчу, это потрясающий напиток. Вот, хорошо. Значит, состояние ноль – это, еще раз повторю, да, это принятие того, что вас вывело из равновесия. Состояние ноль также называют пофигизмом в хорошем смысле слова, не когда мы забиваем на проблемы, а когда мы их уже принимаем и перестаем на них реагировать. И состояние ноль, зачем нам оно нужно? Для того, чтобы мы имели возможность выйти в состояние плюс. Вообще для здоровой психики, и я не побоюсь этого слова, для здоровой нейронной сети в голове у человека состояние минус, оно угнетающее, оно не нравится никому. И человек все равно так или иначе он будет искать выходы из этого состояния минус. Даже есть люди, которые настолько привыкают жить, в сбалансированном, так скажем, да, плюсе, что для них любой, вот даже ноль для них это уже, не подходит, да, то есть это уже что-то странное, и там я жить не хочу, потому что я уже привык к какому-то определенному уровню счастья, кайфа и удовольствия, да. Поэтому важно понимать, для чего нам нужен этот ноль. Для того, чтобы потом выйти в состояние плюса, хотя бы на уровне ощущения себя, да, потому что если вы ощущаете себя хорошо, то вы можете из этого состояния дальше менять свою реальность.
Когда есть разговор про какую-то травму, про какую-то боль, про какую-то ситуацию, которую человек не может отпустить, да, то здесь всегда есть разговор о том, что по какой-то причине человеку выгодно, хочется или нужно ему, да, прямо сейчас пробыть в этом состоянии минуса. Если вы сейчас слушали внимательно то, что я вам говорила с самого начала, то вы сделали упражнение, в котором вы вытащили свое максимальное состояние минус и свое максимальное состояние плюс. Так вот, если вы вспомните вот то самое состояние минус, то прямо сейчас вы поймете, насколько это круто. Потому что вы уже прожили свою максимальную точку боли, свою максимальную точку непринятия, сопротивления, да, и вот у всех разные, не буду перечислять, да, кто что проживал, но эта точка, она уже есть. И как минимум для того, чтобы прямо сейчас определить, в каком состоянии я сейчас, у вас есть две сравнительные категории, да, вот та ситуация, которая была для меня болезненная, и та ситуация, которая сделала меня самым счастливым человеком на планете. По-хорошему, по идее, мы с вами созданы для того, чтобы вот такие вот события, которые нас зажигают, делают живыми, кайфовыми, классными, влюбленными в жизнь, они у нас, по идее, по факту, да, они у нас каждый день должны проявляться. То есть это способность радоваться и мелким вещам, которые у нас происходят, и каким-то глобальным процессам, и каким-то глобальным результатам. То есть вообще в целом в этом жить. Но так как мы все-таки с вами живем в реальности, да, то там тоже есть свои нюансы, и все равно, так как мы живем в социуме, да, просто давайте с этого начнем, все равно состояние будет куда-то выбиваться. Очень многие практики, например, которые на скит, на аскезу, на полное уединение от людей, они как раз-таки и созданы для того, чтобы свое состояние подсобрать и создать такие условия, в которых тебя никто не будет как бы пробивать ни справа, ни слева, никто не будет с тобой делиться какими-то событиями, которые тебя могут вывести в минус, и мы к этому быстро очень привыкаем, и когда мы выходим обратно в люди, нам уже легче реагировать на все происходящее. Есть фокус, который я вам скажу, и я думаю, что вы его поймете и возьмете, но он может быть сложным для восприятия, потому что вообще все, что происходит в нашей жизни, это отражение нас самих. Сложно вам это, не сложно, нравится вам это или не нравится. И я знаю, что прямо сейчас на эту тему очень у многих возникают вопросы, ну как же у меня вот там есть какая-то подруга, которая мне постоянно в душу какает, и вот, ну как, это же вот она, это же не я, это же она там плохая, еще что-то, да, или неважно, это не подруга, это какие-то процессы, которые происходят дома или с родственниками, или на работе, да, но вы поймите, что это все, что вокруг нас вообще происходит, происходит благодаря тому, что это есть внутри меня, да, внутри вас, внутри меня. И если бы у меня этого не было, то вот этого у меня бы тоже не было. И если бы внутри нас не было каких-то процессов, которые вибрационно, энергетически совпадают с другим человеком, который на нас выливает всякие неприятные штуки, то этого бы тоже не было. Потому что даже очень плохие люди, даже те люди, которые постоянно на кого-то выливают, даже те люди, которые постоянно язвят, очень часто к разным людям относятся по-разному. Я думаю, что вы замечали этот факт. В этот момент я всегда привожу пример с злостной бабушкой в подъезде, которая почему-то на кого-то постоянно кричит, а на кого-то нет. Вот, ну, такие бабушки везде есть. То есть есть бабушка, которая постоянно будет сливать на кого-то, а кто-то просто тихо проходит мимо. И это люди, которые живут как будто бы в разных реальностях. И они друг друга спрашивают: ты что, эту бабушку не видел? Она что, тебя ну, как бы не терроризирует каждый день? Нет, она меня не терроризирует, я с ней здороваюсь, желаю ей хорошего дня и прохожу дальше. Да? Как так? Ну, то есть это про совпадение вибраций, вот эта тема, собственно, да? Про совпадение энергетическое. Если есть за что зацепиться, оно зацепится. Состояние ноль хорошо тем, что там практически не за что зацепиться. Это не та вещь, которая делается вот одномоментно, потому что прямо сейчас я вам уже сказала, что состояние ноль по-хорошему, да, в идеале оно выстраивается на всех трех уровнях. На уровне мысли, на уровне чувства и на уровне тела.
и тогда у нас как бы все процессы пошли хорошо. Вот, отлично. Еще чуть-чуть хочу вам рассказать про состояние минус, потому что вообще выгодно, чтобы люди жили в этом состоянии. Ну, почему? Смотрите, мы страдаем, мы болеем, мы о чем-то переживаем, у нас очень много страхов. Вот эта вот фраза, которая звучит как «а вдруг?», это вопрос самому себе, что я боюсь. А вдруг кто-то сейчас сюда зайдет и начнет мне что-то говорить, да? И я этого боюсь, я этого не хочу, поэтому я как бы и спрашиваю, а вдруг? И чтобы он не зашел, да, я, например, закрою дверь, например, да? И страх, и ненависть, боль это те энергии, то есть то энергетическое состояние, которое на самом деле самое сильное и самое, ну, так скажем, благоприятное и питательное для очень многих процессов. Потому что на этих штуках строится вообще ну, очень многое. Если вы посмотрите, что пишут современные маркетологи, мне кажется, года 2-3 назад была эта тема очень активная, когда говорили, да найди ты у человека боль, напиши про его боль, и он тебе заплатит. Такое было, и я думаю, что для вас это сейчас не откровение, я думаю, что многие из вас это слышали. Так вот, эта история о чем? О том, что вот на это состояние, да, состояние боли, состояние страха, состояние ненависти, да, энергетически, то есть это разные энергии, которые мы как бы впитываем в себя, да, условно говоря. Цепляются не только маркетологи злые, но еще и очень много разных не очень прикольных штук, которые нам вообще в стабильной жизни не нужны. История с, например, с сущностями и история с темными, да, так скажем, ну, с бесами, короче говоря, да, не буду уже тут перед вами подбирать слова, мы с вами всегда довольно открыто говорим. Эта история точно такая же, если нету совпадения вибраций, то и их нету просто. А почему они приходят? То есть сначала у человека это появляется, а потом они приходят. Это не тот процесс, что вот человек жил прекрасно, у него все хорошо, он в абсолютно счастливом, кайфовом состоянии, и вдруг к нему кто-то привалил. Это сделать вот прямо сейчас, да, в это время, сделать это очень сложно. Есть люди, которым нравится это состояние страданий, состояние вечного, я даже не знаю, как это назвать, вечного проживания проблемы, да, и это состояние, эти проблемы, эти вопросы, они могут тянуться вот очень-очень долгое время. У кого-то действительно это прописано ну, так скажем, да, в контракте души, что человек должен пройти этот опыт. Кто-то так делает, потому что он не видит, просто не видит, и никто ему не сказал, что, слушай, товарищ, есть другой выход, ты вообще-то можешь выбрать и другое состояние. Кто-то в этом пребывает, потому что не может внутри себя найти силы для принятия того факта, который уже случился. Ну, например, у человека умирает папа, и человек будет, это всегда тяжело переживается, это проходит каждый из нас, и наши дети это тоже будут проходить. Но, с одной стороны, это очень тяжелый процесс, с другой стороны, это тот процесс, который, он естественный, и все люди это проживают. Не буду вам говорить о том, что жизнь после смерти не заканчивается, я думаю, что вы в курсе. Ну так вот, но в этих личностных страданиях это больно, это тяжело, это невозможно принять, не хочется этого принимать, но выгодно в этом быть, потому что другой как бы разворот к этой ситуации будет означать, например, предательство к папе, например, доказательство того, что я его не люблю, или, например, тот факт, что а как мне жить по-другому, а меня папа не научил жить по-другому, а как мне жить по-другому? Но это все те вопросы, на которые можно, собственно, найти ответы и начать жить по-другому, и начать вообще-то что-то в своей жизни менять. И вот раньше была такая история, когда люди мирились со своими страданиями, говорили, ну терпи,
другого выхода нет. А прямо сегодня, прямо сейчас время меняется. Мы, кстати, об этом очень активно говорим в закрытом клубе, и если вам вот такие темы, они интересны, то я вас приглашаю, потому что там, ну, я действительно говорю вообще без фильтров, и мы обсуждаем там очень многие процессы, которые возможно, вас тоже заинтересует. Поэтому, если хотите, то присоединяйтесь. Вот. Очень многие процессы прямо сегодня, они меняются. И, например, человек, вот самое важное, что да, сегодня поменялось, мы можем выбрать и свое состояние, и то, как мы живем. Да. Хорошо. С частью теоретической мы разобрались. Переходим, продолжаем нашу практику. Вот у вас есть состояние минус и состояние плюс. По-хорошему, если вы прям нацелены на дотошный результат, да, есть такие люди, которые просто конспектируют любую информацию, которую они получают, и если вы из таких, и если вы действительно хотите в этой теме разобраться самостоятельно, то моя вам рекомендация такая. Пропишите, какие у вас были хотя бы мысли в состоянии тотального минуса и в состоянии тотального плюса. Как вы относились к реальности? То есть мир, он для вас был какой? Поверьте, в состоянии минуса мир абсолютно злой, он несправедливый, он ужасный, в нем много ненависти. Многие люди говорят, я не хочу в таком мире жить. Ну, да, вы дальше поняли, какие процессы могут случаться. У всех по-разному. Но я думаю, что вы понимаете. Из состояния плюса это другие мысли. Господи, я так люблю этот мир, он такой замечательный. Я так люблю каждого человека на Земле. И каждый человек на Земле, каждый человек, которого я вижу, он такой классный, он такой добрый, я так хочу с ним повзаимодействовать. Я открыт к миру, да, вот это вот состояние открытости к миру, да, открытости к своей жизни, открытости вот ко всему. То есть это то состояние, когда вот хочется просто заорать на весь мир о том, насколько ты счастлив. И отследите в тот момент, какие у вас были мысли. Вы их знаете. Это же ваши мысли. Просто у кого-то это будет на уровне «я люблю своего ребенка» или «я люблю свою семью», а у кого-то это будет очень глобально, на уровне планетарном. То есть я готов этому миру подарить всю любовь, которая может через меня пройти. Разные уровни, у каждого человека разная вместимость. Да? У кого-то это в состоянии плюса были мысли, да, и есть мысли, когда я могу не уставать вообще от работы, и я могу не выгорать, и я могу пожизненно делать то, что я делаю, потому что я просто это люблю. Я обожаю свою работу, это, кстати, про меня. Я обожаю свою работу, я обожаю людей, и я могу вот этим заниматься бесконечно. Собственно, ретрит, который вот пройдет в пятницу, это то, что я очень люблю, да, потому что там будет 48 часов, когда я буду не спать, я буду работать, и, может быть, для кого-то это такая история, к которой нужно подготовиться, но для меня это очень естественно. Я люблю такие процессы. Это вот мое. И вот это вот то самое состояние, из которого вот хочется провести как можно больше любви, подарить. То есть мысли, какие у вас в этот момент происходят, ваши мысли, да, это уже мы поехали в домашнее задание. Другой момент, который мы с вами также отслеживаем, да, мы возвращаемся к состоянию 0. Состояние 0. Какие мысли у вас там? Чаще всего человек, если он не читает на ночь новости, если он не забивает свою голову скроллингом рилсов на Ютубе, смотрением телевизора, чтением газет и вообще любого информационного, да, потока прямо перед сном примерно 2 часа. И если он не прокручивает в своей голове такие мысли, как «а вот завтра у меня такой тяжелый день, у меня завтра будет 95 клиентов, а еще мне нужно успеть туда, а еще мне нужно кошку забрать». То есть если нет вот этого вот нагнетания, да, ментального перед сном, то чаще всего состояние 0 – это состояние после пробуждения. Когда вы просыпаетесь, в целом вы готовы принять весь мир, да, все, что происходит в мире. Это вот естественное ваше состояние, из которого вот вы проснулись утром, сегодня вы проснулись утром, вы могли утром выбрать, какой вы сегодня день проживете. Это был выбор, просто он был автоматический, вы это не отследили. Но по факту каждое утро, просыпаясь, мы делаем выбор. Из состояния 0 мы куда пошли, направо или налево.
лучше идти в плюс, да, потому что в плюсе там больше возможностей, там больше кайфа, там больше драйва, там больше интересного, зажигательного, познавательного, там больше реализации, материализации каких-то веселых, забавных штук, которые не случаются в состоянии минус. А, Обратите внимание, чем отличаются, да, два состояния, плюс и минус. В состоянии минус мир, он небезопасный, мы это с вами обсудили, но в состоянии минус происходит такая история, что события прокручиваются очень-очень медленно. Собственно, почему многим людям хочется как-то пребывать в этом состоянии минуса, почему многие там пребывают, потому что события не меняются. То есть 10 лет я живу в какой-то определенной парадигме, и я 10 лет каждое утро просыпаясь, понимаю, что вот есть вот эта проблема, и она не решается. Да не от меня оно зависит, что оно не решается. Оно просто не решается, потому что есть государство, есть люди, есть социум, есть муж, жена, собака, кошка, есть все, и я вообще как бы не в контакте с этой реальностью, я просто наблюдаю и соглашаюсь на то, что есть. И вот в этом состоянии минуса, да, события очень медленно меняются, и они очень тяжелые. В состоянии плюса как бы события-то, они протекают очень быстро. Вы сделали что-то одно классное, вы перешли к чему-то другому, вы наполнились и такие, о, да, интересно, пойду я туда. То есть это вечное любопытство к своей собственной жизни, к тому, что, о, класс, а сегодня, что я могу еще сегодня сделать? О, наверное, вот это меня зарядит, пойду попробую. Не зарядила, классно, но зато вот здесь в соседней двери была классная кофейня, там я возьму вкусный кофе, а еще там я познакомилась с клевой девочкой, мы с ней поговорили, а она мне сказала про то, что там есть какая-то, не знаю, например, студия керамики, и я схожу туда, о, на керамике я сделала такую тарелку, и вот жизнь, она закручивается. Чувствуете разницу? Мне очень интересна ваша обратная связь. Пожалуйста, потом пишите, что вы думаете насчет этих трех состояний. Вот, и, вообще дайте какую-то обратную связь, да. Состояние ноль все-таки. Первый, вот мы с вами все-таки диагностику какую-то свою провели, да, и я вам сказала, что для вас конкретно состояние ноль. В состояние ноль можно прийти через медитацию. Это абсолютно любые, разные, не любые, разные практики, которые вы делаете самостоятельно, и первое, что делает абсолютно любая практика, вот здесь уж точно, любая практика, это она останавливает вашу мыслемешалку на тему «а вдруг?», «не вдруг?», «а кто?», «а как?», «а куда?», и вот просто чистое сознание, в котором не происходит ничего. Вы можете давать намерение, например, посмотреть в свои проблемные места. Ну, например, у кого-то болит коленка, да, пойду-ка я из этого состояния посмотрю, а что там действительно происходит, а действительно ли так она болит. И, кстати, очень интересный момент, когда вы останавливаете мысли, когда вы приходите в состояние, так скажем, да, ноль, у вас чувство вот этой вот боли, да, оно тоже становится во всяком случае меньше. Вот тогда мы обретаем некую объективность для собственной оценки своего уровня, да, там, физического. Потому что, например, смотрите, есть такая тема вот в здоровье, да, в болезнях, в любых, да, что я заболела, у меня насморк, у меня горло, у меня кашель, у меня температура, и вот оно идет все по накатанной. И да, действительно, все врачи правильно говорят, и это всегда работает, да, иди отлежись, попей там чай горячий, еще что-то, приди в себя, да, пусть оно просто вот само рассосется. И когда оно все рассасывается само, да, как бы, по сути, что, да, с состоянием происходит? Мы побыли в этом минусе, пока мы позволили себе полежать 3 дня на кровати, мы как бы пришли в состояние ноль, когда мы приняли уже эту болезнь, да, и по факту она проходит, да. Еще нет такого кайфового и радостного состояния, что, о, ура, завтра я пойду, сейчас я пошел там, не знаю, гулять в самый лучший парк, но уже есть уровень принятия, что, хорошо, я безоценочно отношусь
ну, во всяком случае, к болезни, да, там, к простуде, да. И так происходит, собственно, со всем. И это тоже для вас, я думаю, что все люди, все, кто, во всяком случае, прямо сейчас слушает меня в эфире, кто будет смотреть запись, все люди, каждый из нас, мы же все болели простудой, мы все знаем, как этот процесс, он протекает. Впервые в жизни я столкнулась вот с темой, да, вот своего собственного исцеления, да, как бы, когда у нас уже был, по-моему, старший сын, и я заболела простудой, прям я вот болела, и прям вот, ну, вот по книжке, да. А потом в какой-то момент я вышла в магазин, постояла на улице, и вот это моментное переключение из вот этого состояния минуса в состояние ноль, да, что «а я не болею». Да все нормально, все хорошо, да перепроверь. Нос нормальный, горло нормальное, состояние классное, рабочее. О, можно пойти туда, туда, туда. И вот дальше уже началась вот эта вот история, а что еще? И так у меня лично повторялось несколько раз, и до сих пор так я пользуюсь очень часто. И понимаю, что вот эта история, она работает. По сути, что происходит, когда ко мне, например, приходят на консультацию, да? Вот человек в этом состоянии минус, он этот минус мне вываливает, все, что у него там происходит. Мы медленно приходим в состояние ноль, да, то есть когда, ну хорошо, давай вот есть у тебя проблема, переживаешь, еще что-то, давай мы это принимаем, и потом фокус, да, давай вот сюда, а вот сюда, а сюда. И зажигая человека, зажигаются глаза, начинается жизнь. И очень многие, кто уходит от меня с консультации, говорят, блин, да я полюбила эту жизнь, я поняла, что я хотя бы поняла, что ее можно любить, да, то есть это другой уровень восприятия. Поэтому состояние ноль. Я могу очень долго говорить, но мы с вами вернемся к практике. Да? Состояние ноль – это то состояние, в которое вы можете, во-первых, естественным путем вы приходите в него утром, да, то есть когда вы проснулись, но опять с условием, если вы не скроллили ленту новостей, не потому что там что-то плохое, а потому что это забивание вашего сознания и подсознания информации, которая, по сути, вам не нужна. Потому что в реальности этого нету, всего, что вокруг вас, да, что происходит прямо сейчас, вот мы в комнате с вами сидим, и вы просто берете информацию из разных мест, которые тоже где-то прокручиваются, где-то оно происходит, но это настолько далеко от вас, да, или, не знаю, ну, вы понимаете, о чем я, да, что вы разбрасываете просто свою энергию на разные точки, да, и географические в том числе. И что происходит, если вы это делаете, или если вы, например, смотрите очень много видео на Ютубе, да, вот очень удобно же листать, рилсы ночью или инстаграмчик, хорошо же листать, да, вот вы полистали, классно, и потом с этим всем добром вы пошли спать. Ночью там мозг и сознание все равно это будет переваривать, и ночью будут выдавать те мультики, да, то бишь те сны, которые залезли в голову. И самое, что для нас с вами неприемлемое во всей этой истории, то, что утром, просыпаясь, вы будете проживать то состояние, с которым вы заснули ночью. Если ночью вы читали в Дзене заметки о том, как, не знаю, почему нельзя мыться в ванной, да, и это вас очень сильно напугало, то утром вы проснетесь с чувством страха. Ничего не произошло, по идее, вы должны быть в состоянии ноль, а вы по факту уже просыпаетесь уже немножко с минусом. Вот, поэтому естественное состояние ноль у вас как бы прямо в первые секунды после пробуждения. И из этого вы можете выбрать. Уровень 2, так скажем, да, это когда вы перед сном ложитесь и даете себе установку, что, во-первых, это будет самый восстановительный, целебный, исцеляющий, самый лучший сон в моей жизни, даже если он продлится 2 часа, а во-вторых, что завтра будет самый классный день в моей жизни. И если вы это, вот две банальные фразы, если вы это произносите, то завтрашнее состояние утром вы будете просыпаться уже не в состоянии ноль, а уже немножко с плюсом. И это дает вам немножко фору для того, чтобы прожить этот день классно. Вот. Значит, в состояние ноль можно прийти через практики и медитации. Мы с вами этот момент обсудили, что это в первую очередь это остановка как бы мыслей вообще любых. И в этот момент происходит принятие всего, что происходит и вокруг, и в вашей жизни, и в вашем теле, и в вашем сознании, и в подсознании, вообще везде.
И чем больше мы с вами можем это принять, да, тем, ну, как бы, условно говоря, тем глубже у нас происходит вот это вот погружение. А, вот, я понимаю, что есть, у меня лично есть некоторые инструменты, которые я часто использую в работе для того, чтобы человека перевести в состояние ноль. И, например, вечерняя, практика, которую я предложила, она именно на это, да. То есть ну, моя цель — вас научить самостоятельно приходить в это состояние ноль. Не для того, чтобы там тусоваться и принимать все на этом свете, а для того, чтобы дальше выбрать свою жизнь, чтобы дальше кайфовать, чтобы дальше наслаждаться теми процессами, которые происходят в вашей жизни, чтобы это было созвучно с вашими истинными желаниями и с вашим, ну, так скажем, да, мое любимое слово, естеством, то есть быть в своей естественной среде обитания и радоваться жизни, потому что в этом вообще весь смысл, в этом вся фишка вообще влюбленности в жизни, вкуса жизни, да, когда в жизни происходит то, что нам нравится, то, что интересно. Это зажигает. Страдать, ну, кто-то это очень любит. Здесь очень интересный момент, на самом деле, потому что есть четкое понимание, что люди, которые страдают, они будут страдать до тех пор, пока они этого хотят. Это уже больше даже психологический вопрос. Это, ну, тут не надо быть не ясновидящим никем, но это классический психологический вопрос, почему человеку нужно страдать, да. И этот вопрос тоже можно разрешать с психологом. Но как работают психологи, да, вот, как бы, что они делают, и это очень важная работа, да, что мы делаем, собственно. Это вот постепенное, да, перемещение человека вот по вот этой вот шкале. Хорошие психологи приводят к состоянию плюс, не очень хорошие не приводят никуда. Вот, есть разные, и все нужно, даже те психологи, которые не дают человеку никакого результата, если посмотреть на жизнь этого человека, то именно такой психолог ему и нужен. Поэтому вы никогда не ошибетесь, вы никогда не сделаете какую-то ошибку в том смысле, что я выбрал не того специалиста или еще что-то, потому что всегда все происходит так, как оно должно произойти, самым лучшим образом, потому что больше или меньше, ну, прямо сейчас в вашей жизни это не нужно. Хорошо, поэтому если вы хотите присоединиться к вечерней практике очно или онлайн, то я вас приглашаю. Правда, напишите, пожалуйста, кто хочет прийти очно. Есть несколько мест очно. Если есть те, кто хочет прийти онлайн, то мы сделаем трансляцию в Zoom. Вот. И еще раз напомню, что есть несколько мест на ретрит, который пройдет уже в эту пятницу. Вот там мы тотально занимаемся состоянием было минус, неважно в чем. Это в личных отношениях, это в проблеме, которая тянется уже 95 тысяч лет, это работа с финансами. Кстати, по работе с финансовым каналом будет тоже одна очень мощная практика, которую вы больше нигде и никогда в жизни не получите. Но что это будет, я, конечно, в открытом доступе не расскажу. Вот, это козыря, которые достанутся только тем, кто поедет с нами на ретрит, но, ну, правда, вы больше такого нигде не получите. Это удивительно. Вот. И мы там тотально идем из состояния минус. Сначала мы выходим в ноль, да, а после этого мы уже раскрываем свою внутреннюю силу, которая, собственно, есть у каждого человека. Я тут, так как я очень давно и много провела времени в науке, я писала в свое время диссертацию по педагогике, у меня есть несколько научных статей. Сейчас я думаю, что в целом у меня достаточно материала для того, чтобы написать кандидатскую по психологии, но пока я на это смотрю, ну, вот, очень, очень издалека. Но в целом можно. И мой структурный мозг, он всегда ищет обоснование, да, то есть вот, что такое энергия, да, энергия — это способность к действию. Что такое сила, да, это накопление энергии и способность проявлять эту энергию уже в дальнейшие действия. И в целом мы вот с этим процессом и будем работать. Мы помогаем с трансфером. Что это значит? Это значит, что мы вас можем довести из Москвы до места ретрита и вернуть
обратно в Москву. Если вы хотите, если вам откликается, и если вы чувствуете свою готовность искреннюю, да, потому что это мероприятие, ну, далеко не такое, что зашел, смотрел, вышел, да, а это вот для вас, для самих, это будет такое тотальное погружение в свои собственные состояния. Будет по-разному. Где-то будет довольно интенсивно и жестко, да, потому что по-другому мы просто не выплывем, а где-то будет очень мягко, где-то будет очень быстро, где-то будет очень медленно. В общем, будет интересно. Если чувствуете, что хотите поехать с нами, да, то есть несколько мест, напишите мне в личку, потому что сегодня последний день, когда можно присоединиться к ретриту. Я вас обнимаю, я вас люблю, всем желаю классного дня, до новых встреч!